В предыдущем видео я рассказал, почему сравнение истории о призвании апостолов указывает на то, что автором Евангелия от Иоанна на самом деле был апостол Варфоломей. А в этом я продолжу эту тему и приведу еще два аргумента, связанных с именами апостолов. Во-первых, хотя все 4 Евангелия говорят нам о том, что Иисус выбрал 12 апостолов, их имена в каждом Евангелии не совсем одинаковы. 3 первые синоптические Евангелия дают нам списки всех апостолов, которые почти идентичны. Самое большое отличие в том, что Фаддей в Евангелии от Луки 6:16 зовется Иуда Яковлев. Однако в 4 Евангелии нет списка апостолов, есть только их отдельные имена, упомянутые в тексте. 5 имен совпадают: Петр, Андрей, Филипп, Фома и Иуда Искариот. 3 имени отличаются, но легко узнаваемы. Фаддей у Матфея и Марка или Иуда Яковлев у Луки в Иоанна 14:22 назван Иуда не Искариот, а апостолы Иоанн и Яков названы просто сыновья Зеведеевы. Остальные 4 имени апостолов отсутствуют: Варфоломей, Левий Матфей, Яков сын Алфея и Симон Зелот. Зато в 4 Евангелии есть ровно один апостол, Нафанаил, имя которого не упоминается нигде в 3 синоптических Евангелиях. Практически общепризнано, что Нафанаил – это Варфоломей. 3 других апостола, не упомянутые в 4 Евангелии, Левий Матфей, Яков сын Алфея, Симон Зелот, все имеют другие личные имена. Поэтому они не могут быть Нафанаилом. Однако Варфоломей – это отчество, означающее просто сын Птолемея, и поэтому нет никакого противоречия, если апостол имел имя Нафанаил Варфоломей, то есть Нафанаил сын Птолемея, или по-русски Нафанаил Птолемеевич. Но этот факт сразу выделяет это имя среди всех других имен апостолов. И я никогда не видел никаких объяснений, почему автор Евангелия, предположительно по имени Иоанн, вдруг решил выбрать ровно одного апостола и настаивать на том, чтобы называть его именем, которое не использовалось другими людьми, включая остальных авторов Нового Завета, церковную традицию и подавляющее большинство миллиардов христиан за последние 2000 лет, которые обычно дают имена детям, пишут иконы и посвящают церкви в честь апостола Варфоломея, а не апостола Нафанаила. Даже мое имя Сергей стало популярным в России благодаря преподобному Сергию Радонежскому, жившему в XIV веке, чье имя при рождении было Варфоломей, в честь апостола Варфоломея, о котором я рассказываю в моих видео. Тогда почему же автор Евангелия предпочел имя Нафанаил и ни разу даже не упомянул имя Варфоломей? Представьте, что вы принадлежите к некой группе людей, которые знают друг друга, например, ваши школьные друзья или коллеги по работе. Какое имя вы используете, говоря об одном из них с другими? Я бы сказал, что если этот человек не имеет для вас какого-то чрезвычайного значения, то вы будете звать его так же, как зовут все остальные. Может быть, используя имя, или фамилию, или прозвище. Конечно, вы можете называть вашего приятеля другим именем, когда обращаетесь к нему лично, чтобы его не обидеть. Но, говоря о нем с другими людьми в третьем лице, вы, скорее всего, будете использовать то же имя или прозвище, которое используют они, особенно если оно, как отчество Варфоломей, не является странным или обидным. Главная причина этого в том, что вы не хотите создавать путаницу, используя имя, которое ваши собеседники, возможно, даже не помнят или перепутают с кем-то другим, или просто не поймут сразу, о ком идет речь. Например, некоторые люди с древних времен до наших дней даже не признают, что Варфоломей и Нафанаил – это один и тот же человек. И даже если у вас есть твердые убеждения относительно использования имен, например, если вы против прозвищ или отчеств или фамилий, то вы будете в любом случае применять одни и те же принципы ко всем своим друзьям, а не выделите только одного друга, а по отношению к другим именам, включая ваше собственное, будете поступать как все остальные. Если только тот человек, о котором вы говорите или пишете, не вы сами. А вот в этом случае люди с гораздо большей вероятностью ведут себя консервативно и просто используют свои имена, а не клички, придуманные другими людьми. Друзья называли Нафанаила Варфоломеем, то есть Птолемеевичем, так же, как меня кто-то может назвать фамильярно Иванович. Но я не могу себе представить, чтобы я, когда с кем-то знакомился, говорил «меня зовут Иванович». Либо, когда пишу, подписывался бы или называл бы самого себя просто Ивановичем. Или использовал бы в отношении себя любые другие прозвища, которые мне придумывали другие люди. Также точно и автор Евангелия зовет себя не по отчеству Варфоломей, а по имени Нафанаил.
К тому же Нафанаил – это еврейское имя, Нетанель, что на иврите означает «дар Божий», где Натен означает «данный», а Эль – имя верховного бога в древней Месопотамии, или слово, означающее вообще «бог», от которого произошли как одно из имен бога в еврейской Библии Элохим, то есть буквально боги, множественное число от слова Эль, так и арабское и, следовательно, мусульманское имя бога Аллах. Однако Птолемей, Птолемеос – это очень популярное греческое имя, происходящее от слова «война», архаическое Птолемос, современное Полемос, впервые упомянутое в Илиаде Гомера и популяризированное греческими правителями Египта, начиная с полководца и соратника Александра Македонского, который основал династию Птолемеев в 305 году до нашей эры как Птолемей I Сотер, и заканчивая Птолемеем XV Цезарем, единственным сыном Юлия Цезаря и Клеопатры, убитым Октавианом, будущим императором Августом, в 30 году до нашей эры. Самым известным человеком с этим именем без царских родословных был Клавдий Птолемей, великий философ из Александрии, который был примерно на столетие моложе нашего Варфоломея, и описал геоцентрическую птолемеевскую систему Вселенной, которую Коперник заменил на гелиоцентрическую 13 веков спустя. Некоторые люди утверждают, что имя отца Варфоломея было Талмай. Это имя действительно пару раз упоминается в Ветхом Завете, но оно используется там как имя гиганта из Нефилимов или имя иностранного правителя, что вряд ли было подходящим именем для жителя Галилеи первого века нашей эры, в то время как Птолемей было очень популярным греческим именем той эпохи. Можно даже попытаться представить, почему Варфоломей предпочитал, чтобы его называли Нафанаил. Его отчество Варфоломей, сын Птолемея, намекало на его греческие корни, что могло заставить его чувствовать себя чужим в его еврейской общине. Особенно, когда он жил в Иерусалиме и был знаком с первосвященниками и его слугами. И он мог воспринимать упорство его друзей в использовании этого имени как форму пассивной агрессии и постоянное напоминание Нафанаилу, что, будучи сыном грека и говоря по-гречески, он не такой чистокровный еврей, как другие, и что он не полностью принадлежит к иудейской культуре и поэтому не заслуживает того, чтобы его называли еврейским именем Нафанаил. Также Нафанаил мог воспринимать происхождение имени Птолемей от слова «война» и его связь с египетской династией Птолемеев как весьма негативные ассоциации для него как апостола Иисуса. И эти связи были настолько заметны, что среди христиан Египта и Сирии первых веков распространялись апокрифы, в которых апостол Варфоломей даже назывался египетским или сирийским принцем. Но для любого человека, кроме самого Варфоломея, это не могло иметь большое значение и не было причин заботиться о разнице между этими именами настолько, чтобы принципиально настаивать на своем варианте вопреки всем остальным. И вносить путаницу, постоянно называя Варфоломея исключительно Нафанаилом, как это делает автор 4-го Евангелия. Если Евангелие не было написано Нафанаилом, то невозможно представить, что его грекоязычный автор мог настолько принципиально плохо относиться к греческим именам, что даже если он по каким-то личным причинам предпочитал имя Нафанаил отчеству Варфоломей, которым пользовались буквально все остальные, он мог ни разу не упомянуть оба эти имени в тексте вместе и не объяснить, что другие зовут Нафанаила Варфоломей. Так же, как он объяснил, что Фому зовут по-гречески Дидимос или Близнец, а Петра по-арамейски зовут Кифа. Он должен был это сделать хотя бы для того, чтобы избежать путаницы и непонимания среди читателей, которые могли просто не знать, что Варфоломея на самом деле зовут Нафанаил. Некоторые даже сегодня не верят, что Нафанаил и Варфоломей – это один и тот же человек, утверждая, что Нафанаил вообще не был апостолом. И именно потому, что автор решил использовать имя, которым не пользовались другие люди, и нигде не объяснил, почему он это сделал. И если он не был Нафанаилом, то трудно понять, почему он решил так поступить. Но если он действительно был Нафанаилом и ему нравилось, когда его называли этим именем, то вполне естественно, что он в своей книге полностью проигнорировал имя, а точнее отчество Варфоломей, которым его называли другие люди. В качестве отступления мы можем даже попытаться угадать, почему имена апостолов Иоанна и Якова вообще не упоминаются в 4-м Евангелии, несмотря на их важное значение в синоптических Евангелиях и церковной традиции. И только в последней главе они упомянуты один раз как сыновья Зеведеевы. Они были простыми рыбаками из Галилеи, которых сам Иисус называл Воанерьес, сыны грома. Скорее всего, из-за их буйного характера, что подтверждает история в Луки 9:54, в которой
которой сыновья Зеведея хотели сжечь самаритянскую деревню за то, что самаритяне не захотели их принять как гостей. В Деяниях апостолов утверждается, что Иоанн был неграмотным, а автор 4-го Евангелия, очевидно, был грекоязычным писателем, интеллектуалом и философом. Такая резкая разница в уровне образования, культуры и даже языка легко могла привести к недоразумениям и даже конфликтам между автором Евангелия и сыновьями Зеведея. Возможно, они любили напоминать Нафанаилу о его греческих корнях и постоянно называли его только Варфоломеем, то есть сыном Птолемея, а он платил им той же монетой и всегда называл их сыновьями Зеведея. Если вы считаете, что последнюю главу написал апостол Варфоломей, то он использовал это имя в тексте сам. Но если вы согласны со мной, что последняя глава была написана не апостолом, а его учеником, то все это становится еще более логичным. В этом случае апостол вообще не упомянул Иоанна и Якова в своей части Евангелия. Очевидно, потому что они не были его близкими друзьями, и ему нечего было сказать о них в своей книге. А его ученик, когда писал последнюю главу, использовал фразу «сыновья Зеведея», которую он, должно быть, постоянно слышал от своего учителя-апостола. Возможно, он даже не помнил их имена, когда писал последнюю главу, через несколько десятилетий после общения с апостолом Варфоломеем, если его учитель всегда называл их только сыновья Зеведея, как они звали его сыном Птолемея. Далее перейдем к следующему аргументу. Даже при беглом чтении Евангелия мы должны заметить тот очевидный факт, что автор был одновременно и иудеем, и греком. С одной стороны, как я говорил в моих предыдущих видео, автор описывает иудейские обычаи, традиции, праздники с такой точностью, что он, несомненно, должен был принимать в них участие. Ученые, знающие как иврит, так и греческий, утверждают, что автор Евангелия не только цитирует греческий перевод Библии Септуагинту, но иногда исправляет его, переводя на греческий непосредственно с оригинала еврейской Библии. С другой стороны, если в эпоху до появления грамматических справочников и словарей он мог писать на греческом настолько хорошо, то греческий должен был быть его вторым родным языком. 2000 лет назад, без языковых курсов, учебников и аудиозаписей, выучить иностранный язык до подобного уровня можно было только живя в стране, общине или хотя бы семье, где на нем регулярно говорили. И концепция божественного логоса, который вечно существовал вместе с Богом и через которого Бог создал Вселенную, хотя и имеет отдаленное сходство с идеями премудрости или Слова Божьего в еврейской Библии, которое автор мог бы перевести греческим словом «София», тем не менее основана именно на греческих философских идеях, которые развивали пифагорейцы, платоники и стоики. Следовательно, автор изучал и хорошо понимал греческую философию. Поэтому мы должны искать автора Евангелия среди тех апостолов, которые имели не только еврейские, но и греческие корни. Не существует абсолютно надежного способа сделать это спустя 2000 лет. Но первый и самый очевидный параметр, который мы можем проверить, это имена. Для каждого апостола их может быть известно максимум 3: его имя, отчество и прозвище. Например, для Петра мы знаем все 3, плюс арамейский вариант его прозвища Кифа. Для Филиппа только одно – его имя. Итак, мы можем просмотреть список всех известных имен 12 апостолов и выбрать тех из них, у кого было хотя бы одно греческое имя, что может указывать на то, что они либо имели греческие корни, либо были достаточно эллинизированы, то есть близки к греческой культуре, чтобы иметь возможность написать Евангелие на греческом. Конечно, вы можете возразить, что могут быть и другие апостолы, у которых родители были греками и которые знали греческий, но не имели греческих имен. Но все же гораздо более вероятно, что мы найдем нашего грекоговорящего автора именно среди тех апостолов, у которых было греческое имя, отчество или прозвище. Если ребенка, выросшего в иудейской семье в Галилее или Иудее, научили не только говорить по-гречески, но и писать на литературном греческом, как на втором родном языке, то либо его родители, либо его друзья, скорее всего, отметили бы греческие корни его семьи и дали бы ему соответствующее имя или прозвище. И наоборот, если человек был религиозным иудеем из еврейской семьи и всю жизнь прожил в Иудее или Галилее, то наличие чисто греческого имени или прозвища было очень веским указанием на то, что его родители имели греческие корни или, по крайней мере, очень любили греческую культуру. И поэтому, скорее всего, позаботились о том, чтобы научить его греческому языку. Возможно, один из родителей был этническим греком или принадлежал к другому эллинизированному грекоязычному
этому этническому меньшинству, или был эллинизированным евреем диаспоры, приехавшим в Галилею из грекоязычной общины в другой части Римской империи. Итак, я нашел ровно 4 апостолов, которые соответствуют этому критерию. У Андрея и Филиппа были греческие имена, у Варфоломея греческое отчество, у Петра греческое прозвище и брат Андрей с греческим именем. И это именно те 4 апостола, знакомство которых с Иисусом описано в 4 Евангелии, о чем я рассказывал в моем 9 видео. Что совершенно логично, если предположить, что наш грекоязычный автор был одним из этих 4 человек, и что его ближайшими друзьями были те апостолы, которые тоже имели греческие корни и говорили по-гречески. В Иоанна 12:20-22 говорится: «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу». Почему же эти эллины, то есть греки, или точнее грекоязычные иудеи диаспоры, обратились именно к Филиппу, и почему Филипп позвал Андрея? Очевидно, потому что Филипп и Андрей хорошо говорили по-гречески и были друзьями. И если вспомнить, что согласно синоптическим Евангелиям и традиции Андрей был братом Петра, а Филипп лучшим другом Варфоломея, то это еще раз доказывает тесную связь между этими 4 апостолами. Кстати, мы обычно не обращаем внимания на то, что в Евангелиях апостола Симона называют его греческим прозвищем Петр, что означает камень, вместо его арамейского эквивалента Кифа, хотя и для Иисуса, придумавшего это прозвище, и для самого Петра, и для провинции, где они родились и жили, родным был арамейский язык. Нам может показаться, что это связано с тем, что весь Новый Завет написан на греческом языке. Однако ни еврейские имена, ни арамейские прозвища других апостолов в том же Новом Завете на греческий не переводятся. В 4 Евангелии нам трижды сообщают, что арамейское прозвище Фома переводится на греческий как «дидимос» или «близнец». Однако это просто перевод и пояснение для грекоязычных читателей. Автор никогда, даже в греческом тексте, не использует в качестве прозвища только греческое слово «дидимос», как он использует арамейское прозвище Фома или греческое Петр, Петрос. А в остальных 3 Евангелиях его вообще просто называют Фома без объяснений. И другие имена никогда не переводятся. Например, нам не сообщают греческий перевод прозвища Фаддей, предположительно происходящего от арамейского слова «сердце», или о том, что Нафанаил означает «дар Божий» и может быть переведен на греческий как «Теодорос», эквивалент имен Федор или Теодор, или Досифей, Досифеос, или по-славянски Богдан. Парадоксально, что апостол Павел, для которого греческий был родным языком, поскольку он был из Тарса, столицы грекоязычной Киликии, называл Петра именно по-арамейски – Кифа. Это звучит необычно, если вы привыкли читать Евангелие, а не письма Павла. Но если задуматься, то это более естественный вариант прозвища для человека, чьим родным языком был арамейский. Таким образом, Симон Петр явно имел греческое происхождение. Это подтверждается и тем, что у его брата было чисто греческое имя Андрей. Если еврейская семья в Галилее дала одному из своих сыновей еврейское имя Симон, Шимон, а другому греческое Андрей, то можно предположить, что у них были и греческие, и еврейские корни. Кто-то может спросить, а что если родители Петра просто обожали греческую культуру и старались стать греками, эллинизироваться, как некоторые иммигранты, которые даже меняют свои фамилии и дают своим детям имена из той культуры, в которую они стараются ассимилироваться. Но, во-первых, они не были иммигрантами в грекоязычных провинциях Римской империи. Они по-прежнему были религиозными евреями, жившими в Галилее. Во-вторых, в случае такой одержимости эллинизацией и греческой культурой, они бы дали всем своим детям греческие имена, вместо того, чтобы дать Петру еврейское имя Шимон. Нет, семья Петра и Андрея явно гордилась своими и еврейскими, и греческими корнями. И еще один интересный момент. Поскольку именно Иисус придумал прозвище Петр или Кифа, мы можем сделать вывод, что и сам Иисус использовал его греческий вариант. Трудно представить, что, разговаривая с учениками на арамейском языке, Иисус постоянно произносил арамейское слово «Кифа», а те сопротивлялись его влиянию и упорно продолжали переводить прозвище Петра на греческий, даже говоря по-арамейски. Я уверен, что сам Петр гордился тем, что его прозвище придумал Иисус, и считал за честь произносить его именно так, как
как его произносил его учитель. И это еще одно доказательство того, что и сам Иисус знал греческий язык и интересовался греческой культурой. Итак, еще двумя аргументами в пользу авторства апостола Варфоломея является то, что он был одним из 4 апостолов с греческими именами, прозвищами или отчествами, и то, что Нафанаил был единственным апостолом, которого автор называл не тем именем, которое использовали все остальные авторы Нового Завета и подавляющее большинство авторов последующих христианских книг. В следующем видео я продолжу тему дружбы 4 апостолов с греческими корнями и приведу еще 3 аргумента в пользу авторства апостола Варфоломея.